5 мужских страхов в отношениях с женщинами. Чего боятся мужчины в отношениях с женщинами, чего боятся мужчины в женщинах, когда они находятся в отношениях. Мы сегодня поговорим на такую тему, на которую никто старается так особо не разговаривать, потому что мужчины об этом не говорят, а женщины об этом особо и не знают. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы говорим с вами о 5 мужских страхах в отношениях, таких наиболее распространенных. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. И первый мужской страх в отношениях – это страх быть обесцененным женщиной, что все его усилия, все, что он делает в этих отношениях, для этих отношений, или в принципе, что он делает, находясь в этих отношениях, скажем, по работе, что все это может быть обесценено. Что женщина как будто бы не признает его какие-то достижения, что женщина будет говорить что-то вроде: а вот мой бывший мог быть лучше, чем ты, а мой бывший был там богаче, или не знаю, что-то вот еще у него лучше получалось. Или там у каких-то вот других там моих коллег, у них там, скажем, вот мужья, они там зарабатывают больше. То есть вот эти все сравнивания, обесценивания как на фоне сравнения, так и просто такие прямые, что я недостаточно довольна тем, как ты что-то делаешь. Это такие вещи, которые, даже если в отношениях этого и не происходит, мужчина все равно этого боится. Он боится, что его такие действительные достижения поставят под сомнение близкий для него человек, значимый для него человек. А поскольку у нас у мужчин эмоциональность развита не так сильно, как у женщин, особо уязвимым мужчины воспринимают, когда женщина вот эти вот обесценивания облекает в эмоциональную такую оболочку какого-то пренебрежительного тона, такого сарказма, то есть как-то вот, то есть в интонациях, когда вот это пренебрежение в основном звучит, мужчина воспринимает это болезненно, и часто это приводит к тому, что мужчина уходит, либо в какое-то отстранение, куда-то он там замыкается в себе, то есть по сути пассивная агрессия, и в каких-то ситуациях он может в принципе выйти из отношений. Второй распространенный мужской страх в отношениях с женщиной – это попасть под эмоциональный контроль женщины. Опять же, это связано с тем, что эмоциональность женщин развивается в пубертатном возрасте раньше, и в результате она более развита, чем эмоциональность мужчин. Мужчины более аналитичные, часто рационализируют, интеллектуализируют. И вот когда мужчина оказывается в отношениях с женщиной, часто мужчина воспринимает вот эту вот такую более развитую эмоциональность женщины как какой-то хаос. Вот эти вот требования поговорить сейчас о своих чувствах. Вопросы женщины о том, что с тобой происходит, что ты чувствуешь. Мужчине часто кажутся, во-первых, непонятными, во-вторых, он чувствует себя каким-то, вроде как, это низкие компетенции. Меня сейчас задают вопросы, на которые я не могу дать ответа, чувствую себя, что, какой-то я вроде вот в этом месте слабый. Плюс, опять же, если там женщина, скажем, плачет, или у нее есть какой-то вот, вдруг прилив нежности, который она так экспрессивно выражает, вот эта вся эмоциональность мужчине кажется, чем-то, в чем он может так как-то вот завязнуть и как будто бы станет зависимым от женщины. Еще Юнг говорил о том, что мужчины побаиваются женщин, потому что из-за их более развитой эмоциональности, потому что когда мужчина влюбляется в женщину, он сам становится эмоциональным, а это не его поле. То есть мужчина теряет контроль, тот возможный контроль, иллюзию контроля, которая у него есть над всей жизнью, когда влюбляются, и часто мужчина это пугает. Соответственно, вот этот вот мужской страх быть эмоционально поглощенным женщиной также приводит к тому, что когда женщина достаточно ярко эмоциональна, если женщина еще не видит, что мужчину это как-то пугает, то мужчина будет замыкаться, отстраняться, куда-то там, не знаю, стараться находить какую-то деятельность, чтобы куда-то быть где-то не рядом с женщиной, или в крайнем случае просто выйти из отношений. Третий распространенный мужской страх в отношениях женщины – это страх быть использованным. У нас в обществе есть две таких вот распространенных социальных послания. Первое, что это мужчина должен быть добытчиком в семье, это мальчики слышат с детства. И второе, это что женщины ищут мужчин, которые хорошо зарабатывают и находятся рядом с ними, а мужчины их содержат. Это две вот такие вот установки, которые, возможно, с современными реалиями прямо никакой связи прямой не имеют, но мы это все слышим. Соответственно, мужчина вначале, он с детства слышит, что мужчина должен быть добытчиком в семье, что мужчина, который успешен, который что-то зарабатывает, это мужчина, который имеет какое-то значение. Вот этот вот, не знаю, подросток, юноша, он работает, что-то зарабатывает, он становится каким-то, достаточно средне успешным или действительно успешным человеком, и у него возникает такая тревога. А вдруг все эти женщины, или вот эта конкретная женщина, которая обратила на меня внимание, она не мою личность, не меня самого как-то ей заинтересовала, а ей интересуют мои деньги.
И он же никак уже не может вычеркнуть все свои деньги, все свои достижения, которые у него есть. Поэтому эта тревога у мужчин часто вот достаточно долго сидит. То есть мужчина бывает находится с женщиной уже достаточно долго, рассказывает свою историю. Там есть много таких эпизодов, которые вроде как так косвенно со стороны говорят о том, что мужчина и женщина вместе, у них есть какая-то эмоциональная близость. Но он все еще переживает, что вдруг она со мной только из-за моих денег. Вдруг она со мной из-за того, что я не знаю, занимаю какую-то позицию, какой-то я достаточно такой социально-финансово независимый и стабильный. Соответственно, любые намеки на какую-то меркантильность, причем женщина может как бы не знать, что это намек на меркантильность, она просто говорит, что я чего-то там хочу, мужчина это может воспринимать, ага, вот оно началось, она начинает меня уже использовать, и это может приводить, опять же, если у мужчины этот страх связан с каким-то таким непроработанной травмой, то есть когда ты его сильно там кто-то использовал, то здесь включается такая, может быть, жестокость, холодность, отстраненность. Причем отстраненность даже эмоциональная. И опять же, поскольку мужчины это, во-первых, не всегда понимают, что с ними происходит, во-вторых, точно женщине об этом не говорят, женщины оказываются в ситуации, когда мужчина вдруг как-то резко, непонятно для женщины поменялся, стал холодным, отстраненным, и женщины в этом плане тоже достаточно сильно стрессуют. То есть что-то с ним происходит, а процессы непонятные. Четвертый мужской страх в отношениях с женщиной — это страх потерять контроль и независимость. Вообще контроль и независимость для мужчины такая очень важная вещь. И мужчины часто, когда входят в отношения, это переход из, я отказываюсь немножко от чуть-чуть своего я, чтобы было какое-то наше общее мы, это воспринимается как определенная такая жертва. Если мужчина находится в отношениях с женщиной, которая как-то очень сильно эмоционально включена в отношения, которая, много в отношениях, у нее такой заботы, она или какая-то, скажем, эмоционально зависимая, или, может быть, она прямо контролирующая такая, скажем, тревожная контролирующая, то мужчина, начинает переживать, что я в этих отношениях могу раствориться. То есть он воспринимает эту всю, скажем, просто эмоциональность, эмоционально включенные женщины, те женщины, которые, она как в отношениях, много должно быть уюта, она как-то окружает как-то мужчину. Мужчины вообще, давай сегодня пойдем туда, а завтра туда, а смотри, давай пойдем с этой парой вместе погуляем, там, они нас пригласили, еще что-то. Она такая включается, начинает просто играть эту игру, так сказать, на все деньги. А мужчина это воспринимает как какое-то растворение его. Как будто бы сейчас я живу не своей жизнью, а жизнью даже не нашей, а ее жизнью. Соответственно, мужчина может бояться, что им начнут дальше больше как-то диктовать ему, как ему жить, его как-то контролировать. Забота часто тоже путается с контролем. То есть мужчина куда-то пошел, женщина звонит: алло, привет, а ты когда придешь? Во сколько? Я приготовлю там тебе эту кашку, все будет хорошо. 8, все, 8 тебя жду. И он думает: сюда, боже, это как в подростковом возрасте, когда меня контролировали, когда я приду. И в результате мужчина может отстраняться, не знаю, быть более холодным, скажем, стараться как-то избегать, не приходить как можно больше домой, если люди вместе живут, и в крайнем случае куда-то уходить. Просто из-за того, что у него есть этот страх, который он не проговаривает со своей женщиной. То есть мы же сейчас говорим не о ситуациях, когда есть какая-то проблема. Мы в данном случае говорим о том, что есть у мужчины страх какой-то, в этом видео мы о мужчинах говорим, и этот страх, он как будто бы является предвестником какой-то проблемы, которой в отношениях-то еще нет. Но поскольку проговорить это, разрешить это, свериться, так сказать, с реальностью, спросить у женщины: а ты вообще как по этому поводу думаешь? А мне, например, так тоже поделиться. До этого, руки не доходят, потому что это же страх часто так парализует. То в результате этот страх, превращается в такое катастрофическое самопрогнозируемое пророчество. То есть, конечно, она начнет меня контролировать, начнет от нее уходить, все, я от нее ухожу. В результате сам себе надумал, сам себе ушел. Пятый мужской страх — это страх быть отвергнутым женщиной, когда он станет настоящим. Поэтому мужчины часто не делятся своими эмоциями, мужчины не делятся своими слабостями, то есть какими-то страхами, какими-то проблемами. Наверняка вы знаете случаи, когда, скажем, у мужчины на работе какая-то проблема, вообще что-то прям на грани увольнения, или он какой-то не знаю, где-то попал в какую-то ситуацию, где он должен кучу денег, и он молчит, никому не говорит, пока сам все не выплатит. То есть часто мужчины остаются со своими какими-то проблемами наедине, не только потому, что они как-то не хотят, чтобы кто-то им помогал, или, скажем, не хотят нагружать близких, а потому что если я сейчас покажу, какой я настоящий, что я могу быть и таким, я могу быть и слабым, то это вроде бы меня могут отвергнуть, во мне разочаруются. Это же касается и сексуальной сферы. То есть мужчины часто не говорят о своих каких-то фантазиях и чего-то такому, чего они хотят в сексе, потому что кажется, что если я это раскроюсь, покажу, что мне хотелось бы так, то женщина не примет меня, это будет очень много стыда какого-то, я как-то лучше вообще об этом не говорить. Поэтому часто бывает так, что женщина находится в отношениях с мужчиной и прямо чувствует, что он как в броне в какой-то. У меня были клиентки, которые говорили, что у меня там мужчина или муж
мы с ним столько-то времени, но я знаю, что у него там что-то вот происходит внутри, он так вот до конца никогда не раскрывается. К сожалению, это вот ну, последствия того, как вот воспитывали мальчиков раньше, так вот нас воспитывали, что ну, в некоторых семьях так говорят, что вот мать говорит ну, там, мальчику, что перестань плакать, ты меня позоришь, там, не знаю, подбери слюни, там, встал и пошел, ты же мужчина, ты вот должен быть не такой, как твой папа, а вот ты настоящий мужчина. Мальчик с детства как бы получает ну, от близкого человека сигналы, что его слабость, его, не знаю, ну какая-то минута такой вот какой-то, его падения какие-то, ну в прямом переносном смысле, это что-то постыдное, что он не должен показывать и чего он должен стыдиться. Ну и что касается мужчин, у которых есть этот страх быть отвергнутым, если он покажет себя настоящим, в отношениях они часто ну, вот, ощущаются как такой мужчина, который какой-то скучный, рутинный, надежный, очень такой постоянный, прозрачный, потому что он не очень сложный, он как бы, ну вот он просто делает так, как нужно, он поступает так, как нужно, а вот показать какую-то свою эмоциональность, как слабость, так и в принципе любую эмоциональность, вот это то, чего вы от него не дождетесь. Опять же, все из-за того, что есть внутренние вот эти вот страхи, которые не проработаны. Ну и не премину напомнить, что я провожу курс про отношения. Ссылка на курс есть под видео. Это курс о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти и как восстановиться после выхода из этих отношений. То есть мужские страхи это ну, как бы не про слабость, а про уязвимость, которую мужчины стараются не показывать рядом с женщиной, ну, боятся показывать рядом с женщиной. Это, кстати, очень важный такой момент, почему для мужчины важно иметь какой-то свой мужской круг, мужскую компанию. То есть это не, вот знаете, я там спрашиваю мужчину, а вы общаетесь с какими-то другими мужчинами? Ну да, на работе. Не, на работе это не считается. Это должны быть такие друзья, с которыми вы вот куда-то можете выбраться и там просто говорить на вот такие мужские темы, когда, ну, таким языком, как вот разговаривают мужчины, когда рядом нет женщин. Когда ты что-то сказал, тебя другой человек понял, и ты почувствовал, что он тебя понял. То есть когда вот, ну, есть мужская поддержка. Потому что именно в таком мужском круге ну, максимально легко поделиться своей уязвимостью. Потому что другой мужчина тебя поймет, потому что у него тоже есть эти уязвимости. Понимаете, в отсутствии женщин вот об этом говорить так проще. Поэтому это вот одна штука. Ну и второе, что если вы понимаете, что вам сложно как-то вот с женщиной находиться в отношениях, потому что вот как-то есть какие-то эти вот страхи, или даже, может быть, вы прям как страх это не ощущаете, а чувствуете, что есть какое-то вот напряжение. Вот когда я далеко от женщины, я за ней как-то тоскую, ну, хочу к ней поближе, вот как-то все жду, когда мы встретимся, а как сближаюсь, чувствую какое-то вот такое напряжение есть, и непонятно, что с этим. Вот тоже с этим можно поработать, разобраться, то есть там за этим напряжением что-то стоит, как правило, напряжение внутреннее телесное, оно сопровождается психической тревогой, а тревога это такой, знаете, как вот в тумане. Если там туман разогнать, то там какой-то либо страх, либо какие-то там убеждения противоречивые или еще что-то. Во всем этом можно разобраться. Если захотите поработать, обращайтесь ко мне. У меня под видео, под каждым есть ссылки на мои соцсети. Пишите в личку и запишитесь ко мне на консультацию индивидуальную. Там можно будет все проработать. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы сталкивались с ситуациями, когда, скажем, вы женщина и вот мужчина, вот у него есть какие-то страхи в отношениях, как вы вот видели это со стороны. Ну и если вы мужчина, какие вы в себе, возможно, там замечали, какие вещи для вас в отношениях тяжелы, что вам в женщине, ну вот кажется таким, ну неприемлемо устрашающим. То есть если женщина меня начнет, вот, не знаю, как-то сравнивать с бывшим, или обесценивать, или там, я не знаю, как-то вот начнет мне говорить, что я нужен ей только там для денег, то это вот что-то для меня такое непереносимое. Если для вас безопасно поделиться этим в комментариях, это публичное пространство, то поделитесь. Я думаю, что и я, и остальные зрители, и другие комментаторы будут благодарны, потому что ну, вот это вот, когда мы делимся своим личным опытом, эта штука просто бесценная. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, это для меня важно, я буду вам очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.